то, что у человека в голове и на душе прежде всего. Насколько чист этот человек, насколько и интеллектуален тоже, в частности, но насколько он открыт, насколько он умеет быть проводником музыки, а не фонтаном. Поняли? Можно еще? Грустная нить. Да. Еще один можно? Да. Дмитрий, вас можно назвать максималистом по образу жизни, потому что выступаете там в лучших залах, с лучшими музыкантами, с лучшими певицами, певцами. А на бытовом уровне как-то максимализм ваш проявляется, что вы вот стремитесь? Ну, в отношении с людьми, наверное, в человеческих отношениях я, наверное, по своему характеру максимализм, конечно, жизнь меня очень многому научила и заставила быть, ну, как бы более гибким, терпимым, великодушным, что ли. Ну, я, во всяком случае, этому учусь. А максимализм мой все равно там глубоко внутри зарыт. Мне так кажется. Вы всегда не увидите. Спасибо. Спасибо. Как раз об этом упоминали во время пресс-конференции. Скажите, вот есть ли для вас разница выступать перед искушенным европейским зрителем, предположим, или перед слушателем, который проживает в российской провинции, в том же Тюмени, Перми, Екатеринбурге и так далее? Или зритель, он, скажем так, воспринимает оперное искусство одинаково в всем мире? Знаете, я немножко такую историю расскажу. Когда я студентом был педагогического училища, на Дерхоре учился, у нас была практика в детском саду первый год, второй год в школе. И знаете, что я тогда понял? Что чем лучше и чище твоя отдача на сцене, тем лучше это понимают дети. А дети, ну, представьте себе, что наиболее, наверное, трудная публика, представить себе можно, это дети. Потому что для них или ты должен просто быть предельно откровенным, предельно чистым. Это экзамен своего рода, самый абсолютно. Самый сложный, самый простой. И то же самое на любой публике. Какая бы публика ни была. Была бы там какая там супер пафосная, как теперь принято это говорить, публика, которая очень большого мнения о себе, о своих знаниях там, и так далее, о том, что они все знают, но тем не менее эта публика все равно остается публикой, и в твоей власти заставить эту публику переживать вместе с тобой и чувствовать эту музыку. И чем труднее задача, тем это интереснее становится исполнителем. С другой стороны, я абсолютно без преувеличения хочу сказать, что сбывается моя мечта петь перед своими соотечественниками. Это для меня очень всегда было важно. Я как-то раньше не отдавал себе отчет в этом. Мне казалось, что я должен все больше и больше стран, народов завоевать там, как своими выступлениями, своим пением. И когда, в общем, чего-то такого добившись, я понял, что самое главное для меня всегда оставалось и остается, и будет пение перед моими соотечественниками. И вот сейчас, благодаря тому, что у меня появляются такие возможности, все больше и больше интересных планов, интересных гастрольных графиков, программ, я несказанно счастлив. Специалисты утверждают, что именно благодаря вам та аудитория, которая приходит в концертный зал, значительно помолодела. То есть вы привлекаете очень молодежь, скажем так, своим творчеством, своим талантом. С другой стороны, мы все видим, насколько сегодня популярна попса, и не чувствуете ли вы некую, скажем так, конкуренцию за аудиторию с
попсой, с теми музыкальными группами, коллективами, вокалистами, которые как раз представляют это направление? Ну, конкуренции, в принципе, здоровая конкуренция всегда должна быть, но, извините, с попсой конкуренции я не чувствую. За аудиторию? Или За она аудиторию. разная? Она всегда моя. У них и у вас. Та аудитория, которая приходит ко мне, она в результате моя. То есть ну, посторонние люди, соответственно, должны отшелушиться, отойти. Я не противопоставляю себя ничему и никому, но свою нишу я занимаю достаточно хорошо и основательно. Вот. Моя ниша несколько расширяется благодаря вот, ну, определенным там, моим новым программам, каким-то новым интересам, вот, что очень хорошо. И я понимаю, даю себе отчет в том, что, конечно, молодая аудитория – это то, к чему мы все стремимся. Например, я говорю значит, о классических музыкантах. Без этого не будет ни будущего, ни нашего благосостояния, ни нашего счастья, в общем, ну, в масштабах нашей нации и страны. Вот, это очень-очень важно. Я не говорю о том, что я представитель там, какого-то, значит, вселенского масштаба классических музыкантов, но я один из их представителей. И то, что подвластно мне, может быть не подвластно многим другим моим коллегам. Я, в общем, то, что я пытаюсь сделать, это привлечь их, молодежь, на нашу сторону. Потому что один раз познакомившись и встретившись с искусством, человек уже не изменится, он будет возвращаться. Игорь Крутой, когда говорил о том, как возник ваш с ним тандем, рассказывал о том в одном из интервью, что он находился в тот период в состоянии творческого кризиса, довольно продолжительного, но после встречи с вами у него как будто проснулось второе дыхание, он открыл новые высоты. Вы в каком состоянии находились в момент той встречи на пляже, если я не ошибаюсь? Я был абсолютно в полном балансе и в счастье. То есть кризиса у вас не было творческого? Нет, кризиса у меня не было. Но было ощущение ожидания чего-то нового. Когда появился Игорь в трусах, Это было неожиданно. я понял, что это было явление. Стоит ли ждать некого продолжения, развития этого творческого тандема? Стоит. Я думаю, что стоит. То есть новые проекты будут совместные после дежавю? Посмотрим. Еще скажите, пожалуйста, используете ли вы некие уникальные особые рецепты для того, чтобы сохранять ваш голос, поскольку для вас это самое главное? Мой голос, да. Это и мои проблемы, это моя жизнь, это мои горечи. Ну вы что, мой голос это такой тонкий инструмент. Рецептов у меня нет. Рецепты, знаете, вот жить в России, особенно в зимнюю пору, это такое испытание для любого голоса. Вообще для нормального, вообще не поющего человека это испытание, а для поющего это тем более. Поэтому раз на раз не приходится. Нужно просто закалять себя, нужно заниматься спортом, нужно быть таким железным, как сталь, чтобы ничего тебя не проняло. И самый-самый последний вопрос. Сейчас заканчивается первое десятилетие нового тысячелетия. Скажите, можете ли вы отметить некие тенденции, явления, события, которые для вас стали самыми главными, самыми значимыми? Знаете, я вот об этом не задумывался, но очень интересный вопрос задали. Дело в том, что вот за вот это вот десятилетие неполное очень много произошло в моей жизни, очень много интересного, каких-то определенных творческих высот я сумел добиться. То, к чему я стремился всю свою жизнь, буквально с детства. Почему-то вот даже с детства я себя ощущал певцом-артистом и мечтал о какой-то такой вот вселенской карьере, которую в результате получил. И, в принципе, то, о чем я думал и мечтал вот где-то там в 10-летнем возрасте, даже в подростковом возрасте, только сейчас начинает предваряться в жизни. А карьера это труд или везение больше? Это и везение, и огромный труд. Ну, что я могу сказать? Конечно, труд.
труд, упорство, целеустремленность, твердолобость, это упрямство. Все помогает, все помогает. Понятно, спасибо вам большое. Нам уже говорят, что по времени пора Спасибо. завершать. Спасибо. Сейчас мы вас отключим. Для филармонии Да, филармония. Да. Давай. Да, Просто хорошо. приедете, но одну фразу. Про Шульберта поговорим. Сюда хочу сесть. Давайте. Ну ты еще и хочешь сесть, но ты совсем... Так, камера все равно. А это мне вот ставить, да? Или меня? Ну, поймите. У нас ловят оттуда, да? Вы готовы? Мы всегда. Дмитрий, мы все делаем заранее. И хотя 75-й сезон начнется только через год, концертный, но уже сегодня хотелось бы от вас услышать пожелания с юбилеем филармонии нашему оркестру. Потому что, долгие годы связывать, что там говорить, было немало проектов. И я знаю, что вы любите в нашем зале именно выступать в Екатеринбурге. Вот, хотя приходилось и в других. Поэтому несколько слов, буквально таких поздравительно-пожелательных. Поздравительно-пожелательные слова филармонии. Да нет, честно говоря, я на самом деле люблю петь в этом зале и с очень большой симпатией отношусь к Александру Николаевичу Колотурскому, который уже на протяжении многих лет ведет филармонию и вообще все это дело совершенно каким подвижническим видом к процветанию и абсолютному, что ли, балансу. Я считаю, что вот новые его планы, обращение прежде всего к новым слоям публики, к молодежи, путем и ведения интернета, и какими-то передачами, значит, трансляции по интернету и в различные уголки, недоступные ранее для классической музыки. Это, мне кажется, это очень-очень большое и достижение его, и это должно только-только приветствоваться со всех сторон. И его, в общем, такая упертость в том смысле, что филармония должна быть самодостаточна, и на протяжении многих лет все это происходит. Это, конечно, это чрезвычайно, это абсолютно уникальный пример для подражания и в общем, пример для многих-многих людей, которые занимаются этим делом. Это настоящее подвижничество. Я, в общем, прежде всего, Александру Николаевичу желаю долгих лет горения творческого, работы, процветания симфоническому оркестру и многих интересных начинаний и сопутствующей вам удачи. Спасибо. Про информационные технологии вы сказали, то есть все положительно. Еще вопрос. Мы сейчас... Нет, положительная оценка, там был вопрос просто про то, действительно это игрушка для избранных или действительно филармоническое искусство становится доступным. То есть... В общем, это конечно, абсолютно не новые начинания. Примеров тому, в общем, больше, чем предостаточно. Тот же самый Промс фестиваль, который в Лондоне проходит на протяжении многих лет. И тут совершенно удивительные вещи происходят, когда публика приходит с улицы, заполняет огромный Альберт-холл, и все в полном, как экстазе, что ли, каком-то, поддерживает музыкантов, которые исполняют достаточно иной раз и сложную музыку. Но общедоступность этих действий, она имеет совершенно какое-то удивительное действие на всех. Люди приходят с улицы, опять же, утверждаю, с улицы, неподготовленные, но которые с таким энтузиазмом относятся к музыке, слушают, и потом уходят обогащенные, и потом эти же люди, они возвращаются в концертные залы, они возвращаются к классической музыке. Это огромнейшее подвижническое, опять же, говорю о подвижничестве, значит, работа, которая
работает на новое поколение, понимаете, на наше будущее. Во многих странах, в частности в Америке, допустим, уже многие годы отсутствует в системе образования такой предмет, как искусство, музыка. Ну, мы убрали из программы. И уже на протяжении десятилетий несколько поколений американцев, они потеряны абсолютно. Поэтому они отделены, они абсолютно, вырастают, я не могу говорить уроды, в общем, да. С этими людьми трудно иметь дело, потому что они не понимают каких-то исключительно человеческих вещей. Они все прекрасно запрограммированы на работу, на средства массовой информации. Ими очень легко управлять, они легко зомбируются. Национальная идея прекрасно работает на них и так далее и тому подобное. Поэтому идут войны, и никто не ропщет практически. Но, понимаете, пока у человека есть вот этот вот мир искусства, который обогащает его, который заставляет чувствовать прежде всего, потом думать, или чувствовать и думать одновременно, тогда этот человек по-настоящему богат, тогда этот человек существует и живет. И тогда этот человек дорожит и оберегает мир. Мир без войны, без убийства, без насилия. Тогда этот человек любит. И мне кажется, в этом главная наша всех задача. Начинать это воспитывать с самых-самых ранних лет ребенка и продолжать на протяжении всей жизни. Спасибо. Прекрасный ответ. Спасибо.